Всем привет, меня зовут Марина, и добро пожаловать на мой канал. Некоторые меня не понимают, когда им кратко отвечаю в чате или в комментариях, поэтому я решила снять видео, в котором расшифрую свой сленг. Я сделала пост, где спросила вас, какой сленг вы используете больше всего в чатах и переписках. Смотрите видео до конца, чтобы узнать информацию о новом конкурсе. Сначала разберем мой сленг, а потом перейдем к вашим комментариям. Итак, мои самые любимые сокращения. Г. Г. Слово «г» обозначает смех, сильный смех. Но я обычно пишу это слово, когда мне просто нечего ответить, но и как бы мне смешно. Ну, как-то так. Хып-хып, ха-ха-ха, ха-хе-хы-хе. Это все тоже смех. Просто иногда он бывает как ха, бывает как хе, а бывает хып-хып-хып-хып-хып-хып. Вот так. То есть это все зависит от того, какой смех. Также есть такие же сокращения, как всмы, зач, то есть в смысле и зачем. Также я часто использую слова ох и эх. Это обозначают грустные вздохи. А вот, например, слово ух — это веселый вздох. То есть какой-то там, например, ух. Мне подруга часто пишет слово ку. Теперь я его тоже часто пишу. И это значит «Привет, ты где?». Также всеми любимое сейчас слово — это «ару», или также «ор выше гор». Это тоже обозначает очень-очень сильный смех. Ща. Ну, ща. Это сокращенно сейчас. Го. Го — это значит «давай» или «пошли». Например, «го гулять», либо «го рисовать». Хз. Раньше я вообще не использовала это слово, но вот недавно прям начала его постоянно писать, потому что мне уже лень писать слово «не знаю» полностью. Поэтому мы просто пишем «хз», и это значит «хрен знает». Самые распространенные сейчас слова — это у нас лол и кек. Вообще это два аналога, то есть они значат одно и то же. Это злорадный ехидный смех или усмешка над собеседником. В интернете пишут, что этим словом, то есть кек, можно высмеять какой-то поступок или самого человека. Лол значит громко смеяться, но для меня это значит немножко по-другому. Кек я вообще практически не использую, то есть для меня кек это как хех. А вот лол для меня вот значит немного другое, то есть это слова мда, и ха в одном слове. То есть это как не смех, то есть это типа мне вот сказали, что ты некрасивая, лол. Ну вот что-то такое, то есть вот в таких ситуациях я обычно говорю лол. То есть для меня это слово не используется в смешных ситуациях, это используется в ситуациях, где я ну вот как раз таки хочу и высмеять что-то. Итак, перейдем к вашим комментариям. Многие, как и я, используют вот такие слова. Цпс, спасибо, ок, хорошо, поч, почему, лан, ладно, споки-ноки, спокойной ночи, норм, нормально, всм, в смысле, ясно, понятно, утя, умя, уся, смешно, у тебя, у меня, у себя. И ужас — это ужас. Не все, кстати, еще понимают значение сокращений. Похоже, скоро придется делать отдельный словарик для общения в наших соцсетях. Иначе новенькие или совсем старенькие вообще перестанут понимать наш язык. Кстати, насчет языка. Я тут недавно задалась целью выучить английский язык. И что вы думаете? Я усердно зубрила, учила. Но это оказалось так скучно учить в одиночку. Но великий и могучий интернет дал мне второй шанс. Я узнала о новой классной онлайн-школе английского языка Skyeng. Я нашла для себя сокровище. Гениальную возможность выучить английский язык через онлайн. Короче, наши английские супермозги, выпускники крутых московских институтов, создали удобную платформу, где можно встречаться с классным преподавателем и делать вместе с ним интерактивные упражнения, чтобы прокачать английский язык. Уроки проходят как интересные и веселые приключения, а не зубрежка и пересказы, как в школе. Вам подбирают преподавателя на любой вкус и цвет. Он или она с вами созванивается и проводит урок. Задания в режиме онлайн вы делаете в прямом эфире. Нужен только ноутбук или планшет. Посмотрите, здесь все настолько интерактивно. Играешь и учишь язык. После урока я делаю домашку и учу новые слова уже с телефона. Мне никуда не надо ехать, чтобы заниматься. Нужен только доступ в интернет. Короче, это реально крутяк. Если тебе актуальна сдача ОГЭ или ЕГЭ, мне пока рано, то в этой школе тебя подготовят. Skyeng также выдает сертификаты и дипломы об окончании и гарантирует тебе результат. Цена обучения в целом доступная. Я еще совсем начинающий ученик, но все больше и больше втягиваюсь. Переходите по ссылке в описании и заказывайте бесплатное пробное занятие. А также лично от меня вам в подарок еще 2 занятия, которые доступны по промокоду MarishaMT. Итак, какие же сленги нам пришли с запада? Те же самые lol и кек, please, это значит пожалуйста, really, реально, омг, о боже, имхо, по моему скромному мнению, easy, легко,
XO, XO, целую, обнимаю, пардон, sorry, простите, ну и также go. Давай, пошли. А сейчас давайте позвоним моему учителю английского языка и спросим, какие есть аналоги наших сленгов у них в англоязычных соцсетях. Я со своими сверстниками в интернете использую разные сокращения и сленговые выражения, которые подчас понимают только русскоязычные. Вы могли бы дать аналоги этих выражений на английском? Хорошо, отлично. Давай тогда посмотрим на главные английские выражения, да, и сленг. Например, в русском языке мы пишем ха-ха-ха, гы-гы-гы, лол, да, когда выражаем какой-то смех. В английском языке они также пишут lol, что вообще значит laughing out loud, смеяться очень громко, или пишут ruffle, rolling on floor laughing, да, то есть валяться на полу от смеха. Также они пишут ha-ha-ha, ха-ха. Например, также есть хорошее выражение, это what do you mean, да, то есть что это значит. Мы пишем в см, да, в смысле, они сокращают это до w-d-u-m, what do you mean. Когда ты хочешь выразить какие-то эмоции, можешь написать да. Ну, типа тебя все достало, это такой грустный вздох, что мне все надоело, да. А веселый вздох это будет как вау, да, они часто пишут о вау, W-O-W. Когда ты хочешь привлечь внимание своего друга, да, завязать диалог, то можешь просто написать йоу, привет, как дела, йоу. Как дела, да, в свою очередь это будет what's up. What's up, они сокращают до W, what's up, как дела. Или HUB, how you been, да, то есть как дела. Когда ты хочешь спросить, что ты делаешь, да, они пишут what are you doing, сокращая это до W-A-U-D, what are you doing, да, что ты делаешь. И ты можешь ответить на этот вопрос not much, да, ну, ничего, да, или нормально, или ок. Not much они сокращают до NM, not much. Если ты хочешь пожелать спокойной ночи своему другу, всем известная фраза good night, да, они ее сокращают до просто GN, good night. Если ты хочешь написать благодарность, да, и спасибо, или пожалуйста, пожалуйста, они сокращают до you are welcome, да, до UW, you're welcome. Еще есть хорошее выражение, модное выражение, это DM. DM это значит direct messages, личные сообщения. Мы в русском языке просто пишем лично, они сокращают это до DM. Молодой человек, МЧ, в английском языке также сокращается до BF, что значит boyfriend, да. Me and my BF, да, я и мой boyfriend, как там пошло. Например, I don't know, я не знаю, они всегда сокращают до IDQ, I don't know. И еще одно знаменитое выражение это oh my god. Oh my god, мы все его знаем, оно сокращается до OMG, о мой бог. Вот и все. Спасибо большое. Ну что, а теперь конкурс. Поставьте лайк этому видео и поделитесь им в своих соцсетях. Через сутки после публикации этого видео в общий доступ я выберу 5 победителей. Кто победит 5 человек, то есть те, кто получит меньше всего лайков на свой комментарий. В комментарии должна быть фраза «Хочу учить английский язык Skyeng» и 3 сокращения вашего сленга в соцсетях с расшифровкой значения. Какой приз? Сигна и видео «Привет от меня» в следующем видео и доступ в закрытую группу «Фишки от Маришки». Кстати, ребята, немногие знают, что у меня есть еще один канал, и он на конную тему. Там также есть скетчи, разговорные видео, вопросы-ответы и все это на конную тему. Так что, если вы любители лошадей или же так же, как и я, занимаетесь конным спортом, то ссылочку на этот канал вы найдете в описании. А на этом все. Я вас очень сильно всех люблю. Увидимся в моих следующих видео и всем пока!